Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новое видео. Я возвращаюсь к своей привычной рутине, к домашним видео. Немного прихожу в себя после отпуска. Для тех, кто не смотрел мое последнее видео, мы с семьей в конце октября летали в Турцию на неделю. Был такой небольшой у нас отпуск, смена обстановки. Я в своем телеграм-канале очень много выкладывала фото, видео с нами оттуда. Очень много рассказывала про отель, про район, в котором мы отдыхали. В общем, кому интересно, можете все там посмотреть. Вообще замечательно отдохнули. Самое главное, что повезло с погодой, потому что по-разному бывает уже в конце октября, да, сезон заканчивается, но нам действительно повезло. Было солнечно, плюс 25. За все время нашего пребывания только один день там вечером прошел ливень, но в Турции не бывает затяжных дождей, вот как у нас, да, там обычно один день идет дождь или вот вечером, и на утро уже солнечно, можно купаться, загорать. Так что в этом плане все было хорошо. И еще второй момент, самое главное, что никто не заболел из нас, как в прошлом году, да, я вам рассказывала, в прошлом году тоже путешествовали, и я там попала в госпиталь, простыла под кондиционером, и в этот раз я брала с собой очень много лекарств, знаете, ребят, просто пол-чемодана было лекарств. Но можно было их с собой не взять, но, конечно, на всякий случай я перестраховалась, и хорошо, что они не пригодились. И вторая половина чемодана, это у меня были подарки для Родиона, для среднего сына, потому что так совпало в этом году, что его день рождения как раз выпал тогда, когда мы были на отдыхе, но я, конечно, заранее об этом знала, да, но так получилось, такие путевки, в общем, получилось так взять, и, может быть, даже оно и к лучшему, у него останутся такие воспоминания, как мы там отметили его день рождения, тоже я там и номер наш украшала, в общем, обо всем этом я тоже рассказывала, показывала в своем телеграм-канале. Сегодня, ребят, будет мотивация из квартиры. Сегодня мне нужно навести порядок в прихожей, также нужно навести порядок в нашем большом санузле, в ванной комнате, потому что у нас в квартире два санузла, основной и дополнительный. В основном у нас там еще ванная, да, а в дополнительном только раковина и унитаз, туалет. Так вот, нужно все почистить хорошенько, и еще хочу быстренько, надеюсь, успею, потому что уже после школы нужно будет Родиона везти в музыкальную школу на гитару. Хочу успеть помыть полы во всей квартире шваброй. Так что приглашаю вас в такую мотивацию. Я думаю, что многие соскучились по таким видео. Все, не буду долго затягивать вступление. Всем, ребят, приятного просмотра. Кстати, ребят, пока тут стою у окна, свет хороший, дневной, хочу показать вам, какой я на выходных буквально 2 дня назад сделала новый маникюр. Вот такой выбрала нюдовый оттенок. У меня и до этого был такой неяркий жемчужный цвет. И в этот раз тоже почему-то пока мне не хочется яркие оттенки делать. Вот не знаю, может быть, ближе к Новому году захочу. И еще я изменила форму, потому что до этого у меня была такая миндалевидная форма, овальная. А вот захотелось вернуться снова к квадратным ногтям, к такому мягкому квадрату. Кстати, раньше, когда я еще не ходила к мастеру, делала сама себе маникюр, у меня, ребят, всегда были квадратные ногти. Я раньше считала, что мне не идут там овальные или острые, что у меня вот такая форма пальцев, что мне идут только квадратные, но потом вот с мастером попробовали сделать миндаль, и мне как-то все мастера говорят, что нет, у вас такая форма пальцев, вам идет любая форма. В общем, такие новые ноготки. Приступаю к уборке в прихожей. Я всегда начинаю с того, что пылесошу вот эту нашу грязную зону, куда мы ставим уличную обувь, когда заходим в квартиру. Мы эту зону специально выделили вот так вот плиткой, чтобы сразу было понятно, да, где мы оставляем обувь. Мне кажется, это очень удобно и понятно, особенно для детей. И, как правило, я здесь пылесошу не своим вот этим ручным пылесосом, а использую такой пылесос помощнее, точнее даже трубку, чтобы
все так тщательно убрать, потому что здесь очень много накапливается песка и какого-то мусора. Отодвигаю нашу обувницу. Она, кстати, у нас из дуба, такая, знаете, довольно тяжелая, но, конечно, под нее мусора тоже залетает достаточно, поэтому, когда делаю тщательную уборку, всегда ее отодвигаю. Еще тут у меня какие-то каштаны завалялись, потому что дети очень много каштанов приносили с улицы. У нас тут в октябре начинается каштанопад, потому что живем в районе, где очень много взрослых деревьев, взрослых каштанов. Полы я сегодня решила помыть не вручную, как часто это делаю, а с помощью швабры. Хотя, знаете, не знаю, что получилось бы быстрее, руками или вот так вот шваброй. Всегда добавляю вот такое свое любимое средство от Sanitary Formula с содержанием хлора. Приобретаю его в фикс-прайсе. Мне как-то, знаете, так спокойнее, когда я полы помыла с хлорочкой. И мне нравится такой легкий аромат хлорки сразу после уборки. Не знаю, может быть, что-то со мной не так. Но, как я уже сказала, мне так спокойнее, что немного я продезинфицировала квартиру. Начинаю я с кухни. Стулья подняла наверх, чтобы ничего мне не мешалось. И буду сейчас намывать полы во всей квартире. Хочу на фоне немного поговорить с вами о том, как я прихожу в себя после отпуска, если можно так сказать. Вы знаете, для меня всегда отдых, отпуск, смена обстановки — это как глоток воздуха, можно сказать. Мне это всегда идет на пользу, и я последние годы при любом подвернувшемся случае стараюсь куда-то уехать хотя бы на 2-3 дня. И, ребят, попробуйте тоже внедрить такое в вашу жизнь, если этого у вас нет. Неважно куда, там, на дачу, куда-то съездить в область, в какой-то новый город. Если есть возможность вырваться на море, то это вообще замечательно, как мне кажется. И лично я, когда возвращаюсь из какого-либо путешествия, у меня как будто вырастают крылья. Я как будто по-другому смотрю на свою рутину, на свое домашнее хозяйство, на какие-то свои дела. Мне все хочется мыть, преображать, убирать, создавать уют. Я не знаю, как это работает, но лично мне, ребят, смена обстановки всегда дает много вдохновений. И, как я уже сказала, слава богу, никто не заболел. И еще что важно, у нас не было какой-то акклиматизации после возвращения в Москву, потому что я слышала такие случаи, что кто-то там, особенно дети, могут и в больницу попасть с какими-то вирусами. Но у нас все вот это прошло гладко. Единственное, конечно, не хватает солнышка. Вы знаете, я из тех людей, которые не очень любят яркое солнце, мне там слепит глаза, я не очень люблю такую яркую солнечную погоду, но все-таки я вынуждена признать, да, что когда утром солнышко, как-то ты по-другому встаешь, ты по-другому выходишь на улицу, по-другому шагаешь в этот день, настроение другое. А у нас вот сейчас начался такой период, когда за окном серо, пасмурно, туманно, и, конечно, настроение не очень, так что очень ждем снега. Вот сегодня я снимаю, у нас 13 ноября. Москва, снега до сих пор нет, а когда снег появляется, уже какое-то предчувствие Нового года, и настроение, конечно, совсем другое, поэтому очень ждем снега. Друзья, хочу вам быстренько показать свой недавний заказ из интернет-магазина Faberlic. Вот здесь он у меня стоит, он у меня в этот раз небольшой. Я в первую очередь его сделала, чтобы докупить несколько тарелок к моему новому комплекту посуды, который я собираю. Я вам в одном из прошлых видео его показывала. Комплект белого цвета из фарфора. Так что давайте сейчас вместе с вами все быстренько распакуем и покажу вам уже более подробно. Посмотрите, вот такие замечательные, изящные, как мне кажется, тарелки из фарфора. У них диаметр, по-моему, 25 сантиметров. И сейчас достану я вам тот комплект, который у меня уже сформировался. Он у меня вот здесь вот на полочке стоит. Аккуратненько. Ох, не разбить бы. Так.
Так, поближе вам покажу. Смотрите, ребят, вот такие большие, пока 2 тарелки я докупила. У них диаметр, посмотрела, почти 27 сантиметров, а у малых тарелок 20 сантиметров. 2 больших тарелки у меня теперь есть. Нужно будет еще 4 докупить. Я, как вы поняли, покупаю так эту серию постепенно, чтобы не было накладно. Ну, в общем, 4 тарелочки мне еще останется. И также докупила еще один салатник, вот такой малый салатник, то есть у меня их теперь 2, я думаю, 2 салатника вполне хватит. И еще до этого я заказывала 2 вот таких больших салатника. Также у меня есть еще 2 чайных пары с блюдцем. Такая очень изящная чашечка, мне прям очень нравится. Не знаю, может быть, еще тоже 4 чашечки докуплю, 4 чайных пары, посмотрим. Вообще, эта коллекция была на Новый год в прошлом году, то есть к прошлому Новому году, но мне кажется, она универсальная, это просто Faberlic так подготовил к Новому году. Мне кажется, на любой праздник можно использовать такую посуду. Кстати, ребят, представляете, в этом году Faberlic тоже уже к Новому году выпустил новый комплект посуды. В каталоге есть очень красивый, такой зимний, там с красными ягодками, со снежинками. У меня, конечно же, сначала ручонки зачесались, думаю, надо приобретать, но у меня уже очень много посуды, очень много сервизов. У меня от Faberlic только 2 сервиза, один со снегирями, даже не 2, а 3 вспомнила, потому что один на даче, один в квартире со снегирями, второй вот этот новый, и еще на даче там с апельсинами. Все очень красивые комплекты, и, конечно же, нужно место, чтобы все это хранить, поэтому думаю, наверное, я скажу себе стоп, наверное, не буду заказывать из нового каталога, но это не точно. Еще, ребята, в заказе у меня вот таких 2 жидких мыла. Одно жидкое мыло с ароматом орхидеи и второе из серии Beauty Cafe с ароматом макачино. Вот это мыло с орхидеей беру уже не первый раз. Обожаю аромат орхидеи. У него такой очень насыщенный цветочный аромат. Если вы любите орхидею, прям советую попробовать. И вот это мыло такое сладенькое, но мне вообще у серии Beauty Cafe все и мыло, и гели для душа, все продукты нравятся. Не первый раз беру. Просто вот это была новиночка. Я думаю, что детям понравится. У нас просто мыло улетучивается со страшной скоростью, поэтому постоянно его заказываю. Также у меня в заказе на дачу вот такое средство, гель-концентрат для очищения туалета. У нас на даче очень жесткая вода. Постоянно, знаете, на ободке унитаза остается такой темный след. Но я думаю, у кого такая проблема, вы меня поймете. И вот только это средство удаляет темный налет. Я с помощью него и раковину, и душевую кабину чищу. Единственное, если у вас лос или локальное очистное сооружение, либо септик с живыми бактериями, да, вот куда химию нельзя сливать, вот это средство можно использовать не чаще 1 раза, по-моему, в 2 недели. В общем, здесь можно почитать и обильно смывать водой. Но средство реально работает классно, прям вот этот темный налет убирает. И еще у меня в заказе из корейской серии вот такая для меня новиночка. Гель-капсулы для стирки. Я уже ими пробовала стирать, по-моему, 2 раза стирала. Очень мне понравилось. Аромат, знаете, такой ненавязчивый, не яркий. Здесь фишка в том, что капсула вот такая, как вы видите, двойная. Я где-то в отзывах прочитала, что там люди в целях экономии разрезают по вот этой изогнутой линии, да, и как бы капсулу делят на 2, но на самом деле здесь с одной стороны пятновыводитель, а с другой стороны само средство для стирки, поэтому капсулу нежелательно делить, да, скажем так. Вот здесь идет в упаковке 15 капсул. Спрятался самый главный продукт для себя любимый, это вот такие патчи, тоже из корейской серии. Я, ребят, в последнее время довольно часто заказываю патчи и в квартиру, и на дачу, чтобы они везде были. И одни из моих любимых патчей это тоже корейские De Alba. Заказывала на маркетплейсе, тоже показывала в видео, но они стоят 2500. Так, недешевое удовольствие. Они мне очень нравятся тем, что они такие, знаете, тоненькие, ну, просто классные патчи. И вот когда эти я заказывала, я думала, ну, наверное, такого эффекта не будет, но вот эти оказались тоже такими, знаете, они тоненькие, они не толстые, потому что вот я несколько раз брала патчи, ну, не Корея, по-моему, Китай, они такие, знаете, вот они ложатся, как какие-то лепешки, очень такие толстые. Эти патчи гидрогелевые, кстати, ребят, посмотрите, здесь довольно
довольно много вот этого средства, то есть все патчи полностью покрыты вот этим составом, нет такого, что сверху там какие-то высохшие. Содержат они экстракт водорослей хлореллы и, внимание, экстракт гнезд птицы саланганы. Кому интересно, почитайте. Так что такой, ребята, у меня сегодня заказ. На мой взгляд, интересный. Какие-то новые продукты для себя заказала. Может быть, что-то возьмете на заметку. Стоимость, как обычно, всегда внизу подписываю. Так, ну что, ребятушки, я заканчиваю мыть полы в квартире. И, конечно же, времени у меня осталось не так много. Сантехнику я уже не успею помыть до отхода своего, потому что уже через 20 минут мне надо бежать за Родионом, брать в охапку гитару и бежать. У меня такое часто бывает, что я планирую больше, чем могу физически успеть. Ну, в принципе, мне кажется, это может быть даже и неплохая черта. Планировать больше, чем ты можешь. Лучше поставить планку выше, даже если ты ее не выполнишь. В общем, сейчас домываю полы в квартире, в санузле, и в зоне прихожей я уже тут буду мыть не шваброй, а помою отдельной тряпочкой. Так, я даже очки надела, всегда, когда я мою полы, надеваю очки, чтобы лучше видеть какой-то ссор. Потому что если я мою полы без очков, у меня они такие чистые, я вот так вот раз по верхам. Так что домываю в прихожую, собираюсь, ухожу, а уже сантехнику буду мыть после того, как с Родионом придем из музыкалки. Кстати, ребят, я просто вся вспотела. Вот знаете, если вы хотите похудеть, мойте полы или вручную, или с помощью швабры каждый день. Реально, это такая зарядка. Я не знаю, может быть, еще за счет того, что я постоянно со штативом бегаю, переставляю камеру, включаю, выключаю, там, возвращаюсь туда-обратно. Может быть, даже не может быть, а скорее всего это тоже добавляет физической нагрузки. Но это реально, вот я просто встаю, я чувствую, что я вся вспотела. Я продолжаю свою уборку уже в другой день. В тот день, ребята, мне, конечно же, не хватило времени, закрутилась, завертелась с какими-то делами, кружками, уроками. И сейчас продолжаю, буду мыть сантехнику, еще тут кое-какую обувь помыла. И хочу, ребят, на фоне поговорить с вами на отвлеченную тему. Думаю, интересно будет вам послушать. Дело в том, что в телеграм-канале мне задали такой вопрос, сколько денег мы потратили на путевку в Турцию. И я пообещала подписчикам ответить именно в видео. Итак, ребята, вылетали мы в конце октября, прилетали в аэропорт Анталии, отдыхали территориально в курортном поселке Богаскент, это район Сирик, недалеко от поселка Белек. Я думаю, что Белек многим известен, у многих на слуху, потому что там очень красивое, чистое, теплое море, там небольшая такая бухта, и вообще этот район, он достаточно долго остается теплым за счет того, что вот эта бухта как бы вдается в материк. На отдых у нас было 6
6 полных дней, хотя с учетом дней прилета и отлета получается 8 дней, но я их не беру, потому что эти дни полностью из отдыха выпадают. Заселились в отель мы поздно ночью, улетали тоже ночью, поэтому эти дни сразу можно выкидывать. Номер у нас был Big Family, другими словами, семейный двухкомнатный номер. В одной комнате двуспальная кровать, в другой комнате 3 односпальных кровати. Очень просторный, хороший номер, нам понравился. Подробно я показывала его в предыдущем видео. И питание у нас было Ultimate All Inclusive, то есть все включено. Мы могли спокойно, свободно питаться не только в главном ресторане, но также во всех барах отеля, включая бар на пляже. Там не просто перекусить, а прям полноценная еда была. В общем, все включено. И, наконец-то, барабанная дробь на такую путевку на 5 человек, то есть 2 взрослых и 3 детей, мы потратили 330 тысяч рублей. Судите сами, дорого это или дешево. Да, конечно, последнее время путевки и в Турцию, и в Египет очень сильно подорожали. Я сравниваю с прошлыми годами. Мы начали летать там в 2008 году в Египет, очень много где путешествовали. В 2008 году доллар стоил 28 рублей. И, конечно, не сравнить, какие цены были тогда и сейчас. Как я понимаю, на сегодняшний день самое дорогое — это стоимость авиатоплива. Очень повысилась стоимость на авиаперевозки. Кстати, на самом деле я путевку подбирала еще с лета. Мы планировали полететь где-то в конце июля, в августе, но мне все никак не удавалось подобрать тот отель, который бы устраивал меня по всем параметрам. И вот, наконец-то, такой отель я нашла уже осенью. Я когда увидела, почитала отзывы, прям очень захотела в этот отель, можно сказать, вцепилась в него мертвой хваткой. Там еще была скидка. Этот отель из сети Crystal, их несколько отелей на побережье Турции. В общем, отель нам очень понравился, так что мы не пожалели, что выбрали именно его. На этом, друзья, буду заканчивать свое видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Как обычно, встречаемся с вами в комментариях. И также не забывайте заходить в мой телеграм-канал. Ссылка на него всегда внизу в описании под видео. До встречи в новых роликах. Всем пока!